Здравствуйте! Приветствуем всех на нашем канале YouTube. И сегодня у нас интересная встреча с индийским шаманом, оракулом, целителем Пумой. Через несколько минут он подключится к нам в прямом эфире из города Чинчеро и поделится с нами своей мудростью. Как всегда, поучительные, интересные встречи. С вами Брежнева Елена. И, конечно же, хочется поприветствовать всех, кто со мной знаком и кто сейчас смотрит это в прямом эфире. Ставьте свои лайки, ставьте свои комментарии. Не забывайте, пишите, если вы меня знаете, если вы были на каких-то предыдущих встречах. Конечно же, хочется вас всех видеть и поприветствовать лично. Владимир Василенко написал: дорогие любимые, здравствуйте. Ну что ж, Владимир, здравствуйте. И, конечно же, вам. Рада, что вы здесь и нашли время для нашей встречи. А для тех из вас, кто с нами здесь впервые и кто никогда не был на предыдущих встречах, у нас канал для саморазвития. У нас канал для тех, кто хочет знать больше, быть большим, для тех, кто хочет научиться решать свои жизненные вопросы, кто хочет познать космическую, вселенскую мудрость и вселенский разум. И для этого мы делаем познавательные встречи вместе с шаманом Пумой и, конечно же, с много других интересных источников для вас мы здесь представляем. Здравствуйте, Аллочка, спасибо, что вы здесь. Шаман Пума работает с нами уже на протяжении... Ой, сколько уже лет прошло? Наверное, 6 уже лет. Мы также организовываем ежегодные сакральные туры и поездки по сакральному Перу с plant medicine, с учителями растениями, такими как Ауяска и Сан-Педро. Я знаю, что многим также интересна и эта тема, поэтому не забудьте проверить наш канал YouTube. У нас много также и дополнительных источников информации и на эти темы. Сегодня мы разговариваем с Пумой на тему энергетического загрязнения. Мы поговорим об энергиях в пространстве, об энергиях, которые воздействуют на нас, на нашу душу, да, на нашу сущность, да, вот во время нашего человеческого пребывания здесь на Земле. Так что интересная тема, интересные вопросы. Оставайтесь с нами до полного подключения шамана. Мариночка подключилась к нам. Аллочка пишет нам: добрый вечер. Молодцы, друзья, что вы здесь. И я вижу, что у нас больше еще количество людей смотрит, так что не стесняйтесь, пока Пумы еще нет. Самое удобное время поприветствовать друг друга. Все, наверное, уже смотрели предыдущие наши встречи, где мы рассказывали о важном периоде, в котором сейчас мы находимся. До 15 февраля, да, так сказать, у нас еще находится такое портальное окошко, которое имеет довольно-таки нестабильные энергии. Помните, мы только вышли из лунного затмения, мы только вышли из этих трилогий 3 лун, мы вышли из лунного затмения с голубой суперлуной, помните, да? Это было совсем недавно. И сейчас, вот вы видите, наверное, многие вещи выходят наружу, выходят на свет. Это видно как в политической арене, видно, что многие, как сказать, то, что было тайное, становится явно, многие скандалы выходят на свет, многие то, что раньше скрывалось, всякие махинации, также выходят на свет. Ну что ж, Пума, darling, how are you? Hello, I'm awesome. Greetings to everybody. Today is a very special day. This month is the month of Mother Earth, so there's a lot of vitality.
Пума говорит: приветствие всем! Сегодня особый месяц. Это месяц, посвященный Матери Земли. And it's the time to reconnect with Mother Earth, to get her strength, to reconnect with nature, and Это to прекрасно. prepare for the rest of the year our homes. Это прекрасное время, чтобы соединиться с Матерью Землей, для того, чтобы получить ее силы, чтобы получить ее помощь, поддержку и подпитку. So we're going to talk about sacred space and the importance of maintaining it clean. Мы поговорим о сакральном месте и о важности того, как важно содержать это место в чистоте. Ceremonies and rituals that we have here in the Andes to clean and protect our sacred space. У нас в Андах есть церемонии, которые посвящены тому, чтобы защищать свое сакральное место. We have to first bless our Прежде sacred space. нам нужно благословлять свое сакральное пространство. We do that through smudge or we do that through clearing. Это делается через окуривание или через очищение пространства. We usually clear the sacred space with incense or some type of a smoke, which we use tobacco sometimes. Мы для очищения помещения используемся эссенциями. Мы используем табак или другие виды дыма. If you smudge or if you incense your house once a week, it's very important because in that time, in those 7 days, there have been a lot of heavy energies passing through, coming into your house even. Если вы будете ваш дом очищать хотя бы раз в 7 дней, это будет очень важным, так как за 7 дней накапливается и проходит через дом огромное количество тяжелых энергий. Every sacred space has a personality, like a gender personality. Some are princesses, others are apus. Каждое сакральное пространство, оно имеет свой пол. Некоторые принцессы, некоторые апусы. So if the energy of your home is the male, is the apu, then you need to work clearing its energy on Tuesdays. Если энергия вашего дома мужские, если это апу, то вам нужно очищать пространство по вторникам. If the energy of your home, of your space is feminine, then you need to work on Fridays because it's the energy of Venus. Если ваши энергии дома женские, то вам нужно очищать ваш дом по пятницам. Это день Венеры. So according to which is the gender or the personality of your sacred home or your sacred space, you need to use either Tuesdays or Fridays to be in ceremony. Итак, согласно полу вашего, сущности вашего дома, вам нужно очищать либо по вторникам, либо по пятницам. Sometimes these heavy energies come brought by us because we took it on either at home or in the street somewhere where we have been, and we bring it with us to the house. Иногда эти энергии, они принесены нами в ваш дом, потому что вы их подобрали, вы их принесли где-то на улицах или в тех местах, где вы бываете. So we are actually like sponges that are constantly absorbing these energies, and often they are heavy energies. Мы на самом деле являемся губками, которые постоянно впитывают в себя энергии. И очень часто энергии, которые мы впитываем, являются тяжелыми энергиями. And if we're not very efficient in clearing those energies ourselves, then those energies follow us to our homes. Если мы не умеем очищать эти энергии самих себя, эти энергии следуют за нами в наш дом. So we also need to clear ourselves. Поэтому также нужно чистить самих себя. So I recommend that also you have a clearing ceremony for your energy. If you're a princess on Fridays and if you're a man on Tuesdays.
Поэтому я также рекомендую вам делать свои собственные церемонии очищения. Если вы принцесса, то делайте это по пятницам. Если вы мужчина, то делайте это по вторникам. So for you, it's very simple. You just need to add Florida water, which is a special perfume water. You put it to your hand, clap 3 times, and then you breathe in, and then you Итак, делайте это очень просто. Цветочную воду наливаете агва де флора, да, в ваши руки 3 раза вы хлопаете, и затем эти аромы делаем очистительные движения. Что мы, you как can правило, also have you can also have clearing bracelets or clearing necklaces. также можно иметь очищающие браслеты или очищающие какие-либо ожерелья. One that you use specifically for clearing the energy that you can use on that day, no, on the whole day, like a Friday or Tuesday. И может быть определенный браслет или определенный предмет, который вы носите именно в день очищения, допустим, по пятницам, который является только в этот день, который является символом, да, и имеет в себе именно свойства для очищения. It's good to have crystals in the house, different Также types of важно crystals. иметь различные разнообразные кристаллы в доме. And the crystals can actually be programmed. So you can actually pray to it and program it to take care of heavy energies, to attract abundance, to bring you good health, to attract love. No? Кристаллы нужно программировать для того, чтобы они могли принести вам здоровье, любовь, изобилие, и также программировать, чтобы они делали очищение от тяжелых энергий. So, for example, to bring in into your house citrine, the orange crystals, abundance and prosperity. Вы можете, например, принести цитрины, это кристаллы изобилия, процветания. You can have the amethyst, the purple crystal, which transforms heavy energy into light energy. That one is very good for protection and clearing. И вы также можете иметь аметисты, которые именно этим и занимаются, очищением и защитой энергетической. For love, of course, is rose quartz. Those are the most important. Конечно же, розовый кварц. And health is usually a green crystal or a blue crystal. You can use aquamarine or Для you can use здоровья jade. зеленые либо голубые кристаллы, джейд, жадеидовые, вообще очень хорошо для здоровья. So having these crystals just sitting somewhere in your home, they're already transmitting that energy. They become powerful transmitters. Like, you know how you have a Wi-Fi router and it's giving Wi-Fi to the whole house? That's exactly the same job that the crystals are doing. Кристаллы работают как ваши Wi-Fi генераторы, да, который сидит в доме и дает интернет, Wi-Fi сигналы по всему дому. Кристаллы делают то же самое. Они сидят в доме и передают вот эти трансмутирующие энергии на это пространство. Same thing if you are wearing these crystals, if you are using them yourself. То же самое происходит, если вы носите эти кристаллы на себе. A ver. So that's for the sacred space. That's for the clearing of it. But how do you bless it? Итак, это информация, да, о том, как чистить. Но теперь вопрос, как же благословлять свое пространство? You bless it with intent. You bless it with a prayer. You bless it with your breath. Благословления делаются намерениями, с вашим дыханием и молитвами. In other words, you become a channel. You become the vessel that will embody a specific energy. Вы становитесь сосудом, вы становитесь источником, который пропускает вот эти особые энергии. Like if you say, I am purity, you literally are purity. And you go into each room and you go 3 times breathing to the room. And that's what you're purifying the whole energy in the house. И вы становитесь этим чистым сосудом, который может зайти в комнату, сделать 3 раза дыхание, да. So you can channel love, you can channel abundance, prosperity, you can channel happiness, joy, harmony, whatever that's necessary in that space by just thinking about it. И каналом того, что вы ищете. Если вам нужно изобилие, вы можете стать изобилием, стать любовью, стать процветанием.
So by thinking about it, you become that energy, but it's not transmitted until you blow. It's not transmitted until you Когда send ты it. думаешь об этой энергии, ты становишься этой энергией, но она не передается, пока ты не выдохнешь ее. So you can send it through your breath 3 times. Итак, можно пользоваться своим дыханием для передачи. So, Puma, can you tell me more about how do we sponge it and what type of energies could be considered heavy energies? Just a little bit more clarity on how we pick it up on this process. Говорю, Пума, расскажи нам поподробнее, да, какие энергии считаются тяжелыми энергией, как вообще происходит этот процесс, да, обмена, как мы подбираем эти энергии. So, for example, heavy energies are energies of lack of vitality, energies of doubt, fear, guilt. Так, тяжелая энергия – Energies это that энергия сомнений, страха, чувства вины. Это энергия отсутствия жизненных сил, да, отсутствия такой, да, вибрирующего такого, да, пульсирующего жизненной силы внутри. sometimes even worries and stress. Like we find a lot of that in the street. Также беспокойство и, конечно же, стресс. Именно это мы находим на улицах. Now that's just like random heavy energy that is outside our house that we can pick up on and bring it with. Которые вот они просто так находятся за пределами нашего дома, которые мы подбираем и приводим в дом. But there are systems, there are very intelligent systems that are sending this energy to your way, to your home, to your sacred space. Но And that's happening through Да, и существуют определенные системы, они очень умные, которые специально, направленным образом отправляют эти энергии, да, в вашу сторону, в ваш дом. if, for example, some people have jealousy, or if some people have maybe they don't like you and they want you to be unhappy or unhealthy or not well, they can send those intents and those energies your way. Есть ли определенные люди, которые, да, недовольны вами, которые желают вам, да, чего-то нехорошего, то они посылают эти энергии в вашу сторону, в ваш дом. And now with the social media and all that, the TV and everything, there is also heavy energy being sent your way, directly or indirectly, which is also entering your sacred space or your home. Также энергии посылаются к вам в вашу сторону через телевизор, через средства массовой информации и через соцсети. Напрямую вам, в ваш дом, или даже не напрямую, но все равно в вашу сторону. So these energies are everywhere, and they have been here before us, they'll be here after us, so they will be constantly coming our way. Эти энергии, они везде, они вокруг нас, поэтому они всегда будут находиться вокруг нас и будут направляться в нашу сторону каким-то образом. So it's important that we are conscious of them, that we are aware of them, and that we're constantly clearing. Очень важно, чтобы мы знали о них и делали постоянное очищение. Puma, what about animals? Can animals carry those energies and bring to our home? They are usually in a much higher frequency, so they transform it themselves much faster than we do. Обычно животные на более высокой частоте, поэтому они способны трансформировать эти энергии гораздо быстрее, чем мы. So could animals in this transformation process, я говорю, могут ли животные нам помогать в этом процессе трансформации этих энергий? So this is the way it is. Having an animal at the house is like having a crystal. Он говорит, если у вас есть дома, это работает как кристалл. Because they're already doing the energy transformation and the energy absorbing themselves at a much faster rate than we are. Они уже впитывают в себя энергии и трансформируют эти энергии гораздо быстрее, чем это делаем мы. It's very hard for us human beings to really notice exactly when we're picking on some heavy energy. Для человека очень сложно заметить и обнаружить, да, когда мы подобрали энергии или когда они вообще приходят. But the animals have senses
that allow them to actually see these energies, smell these energies, even feel these energies, sense them. Есть сенсоры, которые позволяют им видеть, чувствовать, они в буквальном смысле видят эти энергии. Yeah. So that's why, for example, by holding an animal with you, you can literally have your whole energy field transformed because they have the power to do that. Когда вы держите животное, оно трансформирует и чистит ваши энергии и вокруг вас. Puma, do they need the clearance or the blessing too? Нужно ли благословение или периодическое очищение? Maybe sometimes. Yes, they do sometimes because they might be taking on too much, so much more than they can handle themselves. And so they would need some help. Он говорит, что я говорю, иногда нужно ли животных чистить? Может быть, им тоже нужно. Он говорит, да, иногда нужно чистить и животных, чтобы у них было достаточно энергии. Иногда они возьмут слишком много, и они не способны трансформировать эти энергии. So when you don't blow, when you don't clear their energy with the animals because they're more delicate and more vulnerable and more pure, sometimes they simply just give their life. Like Иногда if it's too животные much heavy energy, they'll die. Sometimes даже they will even die. отдают жизнь и способны умереть, если слишком много энергии идет, с которой они не способны трансформировать или справиться. So they take on too much heavy energy, they transform it, but their bodies can't handle it, so they live. Они берут на себя слишком много энергии, трансформируют, и затем их тело не выживает этот процесс, и они отдают свое тело. So, Puma, do you think that when domestic animals are sick, is this a sign of them? Maybe it's a leftover of not being able to process those energies. Тебе, Puma, Yes. сказал, когда домашние животные заболевают, является ли это результатом вот именно тех непереработанных энергий, которые они взяли на себя, да, и не смогли с ними справиться? И он говорит, да, именно так. So basically, and then we have allies, and we have assistants, and we have support. Like you can call on Puma to do clearing despachos. You can have depossession sessions with Tatiana or Yelena. Like having as many healers and having as many energy workers in your family, in your community, and having connections with them and asking them to do that for you, it's also wonderful. Он говорит, очень важно иметь союзников, очень важно иметь инструменты, такие инструменты, как диспатчер, такие инструменты, как изгнание с Татьяной, моей мамой, да, или Еленой со мной, да, иметь людей, которые делают энергетическую работу и способны тебе помочь, подсказать и направить тебя в нужное место. Ведь это очень-очень важно. Puma, what happens when a lot of people don't do clearance? Like, how does it reflect on their, emotional, mental, physical bodies? Что происходит с людьми, которые не делают очищение? Как это отражается на их духовном, ментальном, энергетическом, да, и физическом телах? Okay, so the first sign when you have taken on too much heavy energy is lack of vitality. Итак, первый знак, когда человек слишком много схватил энергии чужих, да, тяжелых, это отсутствие жизненных сил. Like your physical body feels tired, it feels heavy, like you can't move freely. Физическое тело чувствует себя уставшим, тяжелым, и тебе очень тяжело перемещаться и вообще двигаться. When it's the second one would be when you start feeling pain in your body, like any type of pain. Вторым признаком будут симптомы боли в теле. Любая боль. So it starts affecting your physical health. Это начинает оказывать физическое воздействие на ваше физическое тело. Emotionally and psychologically, emotionally is very easy. You just feel, dim. You feel not so happy, worried, fears. Узнать, ты чувствуешь себя, да, таким заниженным, ты чувствуешь себя несчастливым, ты чувствуешь себя не с энтузиазмом, беспокойство, переживания и страхи поднимаются. One of the signs also that you're taking on too much heavy energy is when you sigh a lot. You just go like all of a sudden. Также знаком того, что ты взял на себя много чужих энергий тяжелых, да, будет
вздохе, если человек ни с того ни с сего сидел такой. Yeah. So psychologically, it's very difficult to be inspired. It's very difficult to be focused. You're constantly being distracted. You're constantly having like doubts and having negative thoughts. No, so that's a lot of heavy energy around. На психологическом уровне тебе сложно сфокусироваться, тебя постоянно отвлекают, у тебя тяжелые мысли, тебе тяжело, вообще все процессы даются довольно-таки тяжело. Это также является... Now that's the effect of it on you personally. But then there are situations when it starts affecting your whole energy field, like of the house. Like there's situations in the family, there's like a lot of arguing, there's no harmony, there's no understanding. Like one person says to the right, another one says to the left, and everything is like in conflict. There's conflict energy around you. В доме эти энергии отражаются появлением скандалов, разногласий, когда один человек говорит направо, другой говорит налево, когда люди не слышат и не понимают друг друга. Or in the craziest case, which is your mission, your work and your labor, whatever that you want to accomplish keeps being delayed, keeps being diverted, keeps being blocked, and it doesn't go through, like projects or work or something. Если вы работаете над проектами, то ваши проекты начинают задерживаться, они начинают постоянно откладываться, то они начинают постоянно переноситься и переноситься. Это также будет знаком вот этих тяжелых энергий, да, которые вы подхватили. Yeah. So in those cases, you do need the energy clearing. In those cases, you need some powerful transforming energy, no? Именно в таком случае вам также понадобятся вот эти мощные трансформирующие энергии и поддержка. Dime, hijito, que estoy chambeando. Yes. Also, it's important to plant medicine, how they help you keep your body clean, how they're doing this, their portion in the cleansing process. Расскажи нам вот... Okay, so hold on a second. This plant spirit, медицинские растения, да, как они помогают в процессе, да, содержания своего тела в чистоте. So these plant spirits are very powerful because they can reset the whole energetic coding of your surroundings, of your inner self as well, of your whole body even. Like these plant medicines have the power to literally reset your cellular coding. Медицинские растения помогают полностью перенастроить ваш код на уровне клеток, на уровне ДНК. Especially there are times when some people have acquired patterns all the way from childhood to actually attract heavy energy. Like they can't live without it. В случаях, когда у людей сформировался паттерн привлечения тяжелых энергий из детства, когда они не может больше функционировать человек, кроме того, как привлекать на себя постоянные вот эти тяжелые энергии. So it's important to reset that pattern. It's important to reset that. It's a thing we get used to doing unconsciously often, but some people even do it consciously. Важно перегружать этот паттерн, да, для того, чтобы избавиться от этих старых привычек, потому что многие делают это несознательно, а также сознательно, они понимают, но они уже ничего не могут с этим сделать, и для этого также нужна перезагрузка. So literally, these plants have a way to renew you, like to reset all of that pattern and make a whole new you. That's the miracle of this plant. Помогают обновить вас, в буквальном смысле целиком и полностью обновить. Puma, would you say that this process helps us and rejuvenates us? Puma, сказал бы ты, что они омолаживают нас, омолаживают наши процессы? Of course, because it becomes a whole rebirth
ceremony where your cells are being reset, are being regenerated. Whatever you no longer need in your system is being literally taken out, either through vomit or through the toilet or through breath or through crying or through laughter. But in either case, you're always being cleansed, you're always being Говорит, что renewed, you're always да, действительно rejuvenated. так и происходит, что в любом случае происходит глубочайший процесс очищения. И на клеточном уровне твои клетки обновляются, они избавляются от старых вот этих паттернов. Через у кого-то может быть рвот, у кого-то может быть какой-то понос, кто-то избавляется через дыхание, кто-то избавляется через слезы, а кто-то ментально, на ментальном уровне получает вот это вот полное перерождение и обновление. So, Puma, would you say that Ayahuasca and San Pedro do that? Говорю, Puma, сказал бы ты, что Ayahuasca и Сан Педро делают это? San Pedro and ayahuasca plants are masters in this process. They have the way of producing these miracles almost instantly. You can literally create this healing process overnight, where if you don't use these plants, it might take you many years. Сан Педро и Яска, конечно же, являются мастерами этого процесса очищения, обновления и омоложения. Они способны достичь таких результатов за одну ночь, которым людям потребуются годы для этого полнейшего очищения. Puma, would you say also that process of clearance is a process that takes time? When people do it, they can't really expect, you know, that 20-year-old, for example, they've never done this, you know, will be, you know, cleared in one session. That it's a regular process. It needs to be done regularly, you know, to get, you know, maximum effects. You know, right? It's the same as you're doing regular cleaning on something, you know, that's been anciently dirty, right? Я говорю, Пума, сказал бы ты, что процесс очищения занимает время, что если ты 20 лет не занимался очищением, и ты пришел ожидать, что за один раз и за одну там сессию у тебя там все почистится, говорю, просто несерьезно, говорю. Все-таки это то же самое, как ты 20 лет чего-то не чистил, ты пытаешься убрать это физически, на это нужно время. It is a constant process. You need to be consistent with it, because if you don't do it for a while, then there's more accumulated, you know, that needs to be cleansed again. So yes, да. It's a lifetime process. Процесс этот постоянный, делать его нужно регулярно, особенно если ты какое-то время не чистил, чего-то не делал, тебе нужно уже будет больше времени, потому что идет накопительный процесс этих энергий. Puma, would you say in some instances, in some apartments, that negative energy could accumulate and become an entity? Можно сказать, что в некоторых случаях эти энергии, которые не чистились, они могут накопиться и стать сущностью? Yes, it's possible, because these are already spirits. They're personified. They can choose to become whatever entity that they want, and they can live in the house like you're living with your family. Эта энергия, накопившая, действительно может принять личность и стать тем, кем они хотят стать. Она может в буквальном смысле этой энергии взять этот дух, ожить и стать быть членом семьи, жить вместе с вашей семьей в вашем доме. And it's not always so in that case, you need to be extra strong in your prayers, and if they are not in a higher frequency than you are, they cannot live in your house. That's the prayer. That is the intent you need to have. So you have to be yourself more at a higher frequency to do that, right? Yes. Он говорит, поймите, говорит, если ваши энергии высокие, то, говорит, эти сущности не будут жить изначально. Для того, чтобы избавиться от них, нужно требуются высокие частоты, высокие вибрации для того, чтобы избавиться от них и пройти этот процесс очищения. Если у вас нету этих энергий, то они бы изначально к вам не пришли бы, если бы у вас были эти энергии. А если они пришли, это уже знак того. Поэтому нужно иметь более сильные молитвы и стремиться вот к этим более сильным вибрациям. What is the fastest way for a person to achieve these vibrational frequencies? Какой самый быстрый способ достичь этих вибрационных частот? Get an animal. Get a crystal. And a plant medicine. And work with our master plants.
Yeah, but it's not fair to the animal. You take an animal because you can't do your job, and then the animal has to die, it's not fair. Он No, говорит, тебе животное. I Я, говорит, meant, несправедливо по отношению к животному, потому что ты не можешь справиться со своими энергией. Давайте возьмем животное, пусть будет болеть животное и умирать за тебя. Говорю, надо фокусироваться, да, правильно, и работать над собой, и делать свою домашнюю работу, чтобы не умирали твои домашние животные. the best way to chase these entities, these dark entities or heavy energies, is by inviting to your home and to your sacred space as many light beings and light entities as you can. That's true. Он говорит, что самый хороший способ еще также в ваш дом, в ваше пространство пригласить светлые существа, светлые энергии, светлые вибрации. And the best way to do it is with space clearance and smudges, because these are the energies that come to assist you. И самый лучший способ делать это очищение пространства, потому что именно таким образом приходят эти самые нужные вибрации в ваш дом и поддерживают вас. Puma, how does this soul? Like on a soul level, is there a possibility for our soul to get hurt from these energies? Я говорю, как это воздействует на энергии нашей души? Могут ли эти энергии повредить нашу душу? No, not at all. No. Our soul is free from it. It doesn't touch it. It doesn't take on it. It does not affect it. It only affects your human part. But how does the soul get fragmented then? Он говорит, что на нашу энергию это на энергию нашей души это не влияет. Я говорю, ну хорошо, как же тогда наша душа фрагментируется? So the heavy energies cannot cause defragmentation. What causes the soul defragmentation is your experience, traumatic, shocking, difficult experiences you might have, which have nothing to do necessarily with dark energies or heavy energies, just with how you're living your life. Он говорит, вообще напрямую не воздействует на душу, но что не воздействует на ваш опыт, потому что душа разламывается от вашего опыта, так что не обязательно даже иметь эти энергии, можно просто проживать стрессовый образ жизни, и ваша душа будет фрагментироваться именно от этого. So if you experience too much suffering, if you experience too much fear, too much trauma, then that soul is no longer safe or happy in this physical body. So parts of it leave to the safest places in the universe or Mother Earth, or even in some cases back to the divine origins. Он говорит, если у человека слишком много страданий, слишком много переживаний, слишком много беспокойства, горя, стресса, то эта душа фрагментирована, в какой-то период она больше не может справиться, она не может там существовать, и она уходит в другое место, где ей безопасно. Puma, what would you say about the victims of the World War II, the ones that were in the camps? Obviously, the tortures and horrors that took place would create a whole masses of those souls leaving. How does it influences their future life? Are these people reborn with defragmented souls, or how does this process works for them? Okay. Let me translate that first. One of two things happen in this case. Questions, love. Говорю, Пума, как влияет на вот души, например, после Второй войны, да, люди в лагерях, в концлагерях, как это повлияло? Очевидно, после их ужасов, которые там были, эти души, да, у всех поулетали, как это влияет на их перерождение, на следующее возвращение в жизни? So, well, one of two things happen. Either these souls have come ready for these experiences and these processes, and they will handle it. Он говорит, здесь два варианта. Либо душа рождается готовая для того, чтобы справиться с этими процессами, то есть она знает, на что она идет, она знает, что это случится, и она именно для этого и приходит. Yeah, so either they need a soul retrieval because their souls are so defragmented. The second version. That's the second version. The first version is that their soul is ready and they can handle it, no problem. And the other one is that they were not ready, they're completely defragmented, and they need a lot of soul retrieval. In their incarnated life, next life? In this incarnated life. In the next life, nothing needs to be done. Mm-hmm. Once you leave your physical body, that's the end of all processes.
But wouldn't it create the pattern, a possibility of the pattern for you to recreate a similar experience? Он говорит, что If you и во pick, втором случае, if you were to pick on this soul energy yourself, yes, then you take it on yourself. он говорит, что во втором случае, что этим людям нужно возвращение души делать, да, много-много и снова, и снова, и снова. Но если они перерождаются, то душа перерождается уже целой, и на это не отражается на следующей душе, на следующей жизни. Я говорю, а будет ли паттерн, что вот у них была разломленная душа в той жизни, и вот они возвращаются опять с разломленной душой. So, Puma, again, so if a person had fragmented soul in a previous life, would that be possible, and he does it over and over, become a pattern where the person is born and he attracts experiences to defragment his soul. Что человек это делает из жизни в жизнь, у него фрагментируется душа, и вот он Yes, it's рождается, possible. втягивает опыт и снова, который приводит к дефрагментации, потому что это паттерн, к которому он привык, да, так сказать, паттерн поведения. Он говорит, что да, Елена, это возможно. So in those cases, you need a depossession session, you need a soul retrieval, you need work with the master plants, especially ayahuasca. И в таких случаях этим людям нужно делать и изгнание. И когда мы говорим про изгнание, мы говорим только про те изгнания, которые делает Татьяна, да. Мы говорим про изгнание, возвращение души, как раз который Пума делал тренинг, и, конечно же, работа с учителями растениями, как Ауяска и Сан-Педро. Thank you, Puma. Let's see. We have a lot of. We have these teachings for people that would like to purchase about the soul retrieval ceremonies and what are the different rituals you can have to bring your soul back. When you have a soul defragmented, the main part that is affected is your physical body and your lack of vitality. Like the rest of your life, you live as if you were 10% of you. And only when you call your soul back, you become 100% of you. So we have already a whole teachings and seminar about soul retrieval that are available for people. Он говорит о том, что если ты в своей жизни не делаешь возвращение души, то, скорее всего, ты проживаешь на 10% своем состоянии, так как все опыты, которые у нас прошли, уже довольно-таки травматирующие, душа уже разломлена у многих, у большинства. Поэтому лучше всего воспользоваться методиками и техниками, которые существуют для этого. Пума недавно проводил класс. Если вам интересно, напишите, мы вам ответим, и вы сможете приобрести этот курс и сделать возвращение души себе и другим. Puma, and here is a question. So a person is asking if you spiritually becoming higher, then the negative energies are not able right to affect you. But what are the chances of really being able to be constantly at the high vibrations in our everyday life and everyday stress? And let me translate that. Я говорю, Пума, говорю, ну вот вопрос, да, если Владимир пишет, да, при более высоком духовном состоянии твоей негативной энергии, да, и вот эти тяжелые энергии, да, они должны отскакивать. Ну да, безусловно, у вас вибрационное несовпадение, но каковы шансы и возможности в нашей ежедневной жизни постоянно функционировать на этом высоком вибрационном уровне? Keeping yourself in a higher frequency, it's also a constant work, because there's always times when we're distracted or when we're actually disconnected from our highest frequency, which is when these heavy energies can attack again. So it needs to be constant. You can't always be in the highest frequencies. That's not possible, or otherwise you wouldn't be in this physical body, you know. И Пума, очень интересно, Владимир тоже отвечает на ваш вопрос и на мой вопрос, что чтобы быть постоянно в высоких вибрациях, это постоянная работа. И говорит, если бы это было возможно, мы бы вообще не были бы людьми, так как это, зачем приходить к людям, если ты уже умеешь это делать. Это постоянная работа, и когда ты уже чувствуешь себя либо уставшим, либо когда ты чувствуешь себя, да, не в самом высоком расположении духа, то это именно тогда, когда эти энергии способны атаковать нас, да, и воздействовать на нас. И таким образом, да, таким образом нам нужна помощь и поддержка друг друга. And that is why we need support and help of each other. Yes, we do.
and trips and ayahuasca and San Pedro's and all stuff. И So we have путешествия. our trip coming up. In case anybody's ready, it's going to be a major healing experience for people that are available. So if it feels a strong yes, follow it. Он говорит, у нас сейчас как раз поездка будет в апреле. Если вы чувствуете сильное «да», следуйте этому «да». Пишите, звоните, мы будем ждать вас. Thank you, Puma. Anything else you would like to share before you leave? Puma, что-нибудь еще ты хотел бы рассказать и чем-то поделиться? So, back to energy clearing. I want to highlight the fact that you need to invite as many light spirits like archangels, planetary spirits, spirits of nature, animal powers, elements, crystals to your home, to your space, so that you are constantly being blessed by them, and that way no heavy energies can exist there in those presences. Он говорит, возвращаясь к теме о чистоте пространства, хотелось бы напомнить, что приглашать нужно как можно больше сущностей, архангелей, световых помощников, да, ангелов, животных, да, там духов животных, да, тотемных, стихий, планетарных, да, галактических существ и прочих энергий для поддержания вашего пространства энергетического в чистоте. Another thing I would say is connect with your essence, connect with your original essence, because that is already in a high vibration, and it will heighten the energy field that you are in. Говорит, обязательно подключайтесь к вашей эссенции, подключайтесь к тому, кем вы есть, потому что эта часть вас, она уже высоковибрационная, и это поможет вам расширить ваше энергетическое поле, расширить ваши, повысить ваши вибрации, да, подключайтесь к эссенции того, кем вы являетесь чаще. So when people are constantly living in the essence of love, in the essence of light energy, then often these heavy energies cannot even get close or even touch them, and they just do it naturally. Когда люди живут в энергиях любви, то эти энергии не способны прикоснуться к ним, подойти к ним или воздействовать на них каким-либо образом. So continue being in love, continue being in service, continue living a joyful, happy life, and give yourself inner peace. That is the most important. Nothing should disturb you. Nothing should disturb your inner peace. Продолжайте быть в любви, продолжайте быть в мире, говорит, потому что таким образом ничто, чтобы не воздействовало на ваш внутренний мир, чтобы ничего не нарушило его. И тогда вы сможете прожить до самом лучшем состоянии, которое у вас есть. And get yourselves a beautiful animal like the one Jelena is holding right now. We call that dog Chaku, which is a very powerful protector energy. What is it called? Chaku in Quechua. Аку. Говорит, и такого прекрасного аку на языке кечуа, как вот сейчас у меня на руках, говорит, как у Лены, говорит, приведите, говорит, потому что возьмите себе, потому что они очень-очень мощные целители. This is a Havanese puma. This is not Maltese. Everybody thinks it's Maltese. It's not. It's Havanese. It's a rare one. It's from Cuba. Говорит, все думают, что это мальтийская баллонка. Нет, это гаванская баллонка из Кубы. Говорит, они довольно-таки редкие, но все думают, что они... I need one myself. Oh my God. Did you hear that? Did you hear we got to bring Puma another one of you? Нам, говорит, надо Пуме собачку привезти. When you come to America, Puma. Говорю, Пума, когда приедешь теперь в Америку. I will work on that. Планируется. Maybe we can, you know what, we could even combine and invite our Russian group also to your trip to America. That would be epic. That would be epic. Combine, and you could do your LA thing, and then we can do our Vegas thing in Las Vegas. Я говорю, мы можем сделать, мы сейчас планируем путешествие с Пумой в Америку в октябре месяце 2018 года. Мы планировали его сделать для местных здесь, но, говорю, может быть, мы соберем русскую группу из России, если кто-то захочет присоединиться. I think we should do that, and they should start getting on their visas, да, чтобы народ начал визы свои делать уже и приглашения на это путешествие в октябре 2018. So to our awesome family and community out there, is there any other questions before I give the blessings?
No, Puma, we are ready for your blessings. Итак, мы готовы Awesome. для благословления от Пумы. Так что, друзья мои, So these blessings will be for your house, for your family, for your work, bringing благословление you для вашего дома, для семьи, для вашей работы, protection, good health, защиты and harmonious life, happiness. и счастья, счастливой жизни. Close your eyes and breathe deeply 3 times. Откройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха и выдоха. With much love, Большой thank you любовью. for tuning in. Спасибо за то, что вы We'll подключились. be together soon. Пума говорит, что мы будем вместе скоро. Чао-чао, Пума. Ciao, ciao. Счастливо, Пума. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный, удивительный шаман Пума из наших андийских далеких гор пришел для того, чтобы побыть здесь с вами и поделиться своими советами, мудростью и опытом. Конечно, он все рассказывает со своей шаманской точки зрения, и многие вещи для него просто просты, нежели чем людям, которые там только начинают этим заниматься. Но тем не менее, друзья мои, начинайте, работайте, потому что когда ты делаешь что-то, это все равно лучше, чем когда ты ничего не делаешь. И не превращайтесь в энергетическое болото, занимайтесь чистками. У нас огромное количество информации по очищению себя, очищению пространства. У нас скоро планируется очищение пространства, оно у нас должно было состояться, но вот перенеслось на этой неделе по техническим причинам. Так что мы ждем вас, по-моему, на следующее в среду очищение пространства. Так что если вас это интересует, приходите к нам на этот вебинар по очищению пространства. Мы дадим вам дополнительные конкретные инструменты, как работать и с кристаллами, и со многими другими веществами. И со многими другими элементами, я бы даже сказала, стихиями природными, потому что у нас действительно много поддержки существует вокруг нас, и это будет ждать вас. Ну что ж, дорогие друзья, от меня, с моей дорогой Лулу, которая сегодня была частью нашего вебинара, так сказать, помощница, наша целительница, помощница, передаем вам всем огромный привет. Мы вас всех любим, целуем, и до новых встреч. Всем пока.